Всех приветствую на канале Виктория Вяжет. Мы начинаем серию видео мастер-класса Большой сантик. Список нужных материалов я оставлю в описании под этим видео. У меня сантик получился высотой 32 сантиметра. Данный мастер-класс подходит для тех, кто уже знаком с вязанием игрушек амигуруми и основными элементами вязания крючком. Детально рассмотрим сантика. В руке у него фонарик. На штанишках лямки из натуральной кожи. Также их можно связать коричневой пряжей. Лямки приклеены на клей. Покажу вам, как сделать очки из проволоки. Колпак у сантика съемный. Показываю, как он выглядит без него. Голова Санта-Клауса полностью лысая. Как вы видите, голова и тело цельно вязаные. Ввязываются только руки. Пришивать будем только уши, бороду, очки и бубенчик на колпаке. По желанию вы можете пришить колпак к голове. Вышивать будем шнурки на ботинках. Оформлять будем лицо. Вышивать брови, ресницы, белки на глазах и рот. По вашему желанию вы можете поменять цвет пряжи, например, на зеленый или голубой. На этом все, приступаем к вязанию. Вяжем руки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Не затягивайте первые столбики. Для того, чтобы колечко затянулось, я провязываю сначала 3 столбика без накида. Затягиваю колечко не до конца и потом довязываю еще 3 столбика без накида. Теперь затягиваем колечко до конца. Вяжем второй ряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. В конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Ставим маркер и вяжем третий ряд. В этом ряду будем вывязывать палец. Провязываем 5 столбиков без накида. Теперь вяжем палец, провязываем 3 полустолбика с накидом с одной вершиной в одну петлю. Делаем накид, провязываем петлю. Второй накид, провязываем петлю. Третий накид, провязываем петлю. И все, что на крючке, провязываем вместе. Чтобы палец выделялся, петли не должны быть затянуты. Провязываем воздушную петлю и в следующие петли провязываем 6 столбиков без накида.
В конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида, воздушную петлю не считаем. Еще раз затягиваем колечко, делаем узелок и лишнюю нить обрезаем. В четвертом ряду вяжем 12 столбиков без накида, воздушную петлю пропускаем. Сначала провязываем 6 столбиков без накида. Пропускаем воздушную петлю и провязываем 6 столбиков без накида. Вот такая рука у вас должна получиться вместе с пальчиком. Не довязываем последний столбик и меняем цвет пряжи. Предыдущий цвет пряжи обрезаем. Вяжем пятый ряд. Провязывать будем не за всю петлю, а только за заднюю полупетельку. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И так провязываем 3 раза. В конце ряда у вас должно получиться 15 столбиков без накида. Провязали до конца ряда, теперь меняем цвет пряжи. Теперь будем вязать, чередуя цвета. Начиная с 6-го ряда провязываем 15 столбиков без накида. Меняем цвет пряжи. Обратите внимание, переход цвета должен быть на задней части руки, а палец должен смотреть прямо на вас. Продолжаем вязать, чередуя цвета. Вяжем 7-й ряд. Таких рядов всего должно быть 8, с 6 по 13. Вяжем в каждом ряду по 15 столбиков без накида.
Дальше провязывайте самостоятельно до 13 ряда. Вяжите в каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали 8 рядов по 15 столбиков без накида. Теперь будем добавлять наполнитель. Набиваем руку до 11 ряда. Набиваем сначала нижнюю часть руки. Формируем руку так, чтобы ладошка была более плоская, а тыльная сторона руки выпуклая. Далее набиваем рукав до 11 ряда. Проверяем, ладошка у нас плоская, а верх руки выпуклый. Вяжем 14 ряд, провязываем 3 столбика без накида, убавка. И так 3 раза. В конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязали. Теперь проверяем, чтобы у нас рука была ровно пополам. У меня на одной половине остается еще один столбик. Я его провязываю не до конца. Меняем цвет пряжи. Обрезаем нить красного цвета. Закрепляем красную нить. Разворачиваем на другую сторону и теперь за обе стенки провязываем 6 столбиков без накида. Все, одна рука готова. Обрезаем нить, делаем воздушную петлю, затягиваем, хвостик прячем вовнутрь. Вторую руку вяжем также, только в третьем и четвертом ряду будет отличие. Вяжем вторую руку. Я провязала в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязала 6 прибавок. В третьем ряду вяжем 6 столбиков без накида. Теперь вяжем палец. Точно так же делаем 3 полустолбика с накидом с одной вершиной в одну петлю. Провязываем воздушную петлю и далее вяжем 5 столбиков без накида.
конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида, не считая воздушной петли. Теперь на второй руке ладошка будет смотреть тоже вовнутрь. И далее провязываем четвертый ряд 12 столбиков без накида, пропуская воздушную петлю. Провязываем 7 столбиков без накида. Пропускаем воздушную петлю и далее вяжем 5 столбиков без накида. Последний столбик не довязываем и меняем цвет пряжи. В пятом ряду вяжем за заднюю полупетлю 3 столбика без накида, прибавка, и так 3 раза. В конце у вас должно получиться 15 столбиков без накида. Не забывайте кончики между собой завязывать. Меняем цвет пряжи и с 6 по 13 ряд провязываем по 15 столбиков без накида, чередуя цвета. Меняем цвет пряжи. Продолжаете вязать самостоятельно всего 8 рядов по 15 столбиков без накида. Провязали 8 рядов по 15 столбиков без накида. Теперь будем добавлять наполнитель. Набиваем сначала нижнюю часть руки. Не забываем про ладошку, она у нас должна быть плоской, а тыльная сторона руки должна быть выпуклая. Прикладываем вторую руку и смотрим, чтобы они по толщине были одинаковые. Набиваем руку до 11 ряда. В 14 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. И так 3 раза. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Смотрим, чтобы рука была ровно пополам.
У меня здесь остаются еще 2 столбика, я их провязываю. Меняем цвет пряжи, разворачиваем и провязываем за обе стенки 6 столбиков без накида. Все, 2 руки готовы. Вяжем ноги. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. В конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В четвертом и пятом ряду вяжем по 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно 2 ряда по 18 столбиков без накида. В шестом ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и вяжем 7 ряд. Будем вязать за заднюю полупетлю. Провязываем 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Обрезаем пряжу черного цвета. В 8 ряду провязываем 12 столбиков без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и провязываем в 9 ряду 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Теперь добавляем наполнитель в нижнюю часть ноги. Набиваем плотно. С 10 по 12 ряд провязываем по 12 столбиков без накида, чередуя цвета. Теперь добавляем наполнитель в верхнюю часть ноги. Набиваем ногу плотно, чтобы она держала форму. Обрезаем пряжу белого цвета. В 13 ряду вяжем за заднюю полупетлю. 1 столбик без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 14 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 15 ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Провязываем соединительный столбик и обрезаем нить. Теперь вышьем шнурки на ботинках. Складываем верхнюю часть пополам и находим середину. Вышиваем линию между 3 и 4 рядом. Расстояние примерно 2-3 столбика. И вышиваем крестик, высота его 2 ряда. В конце делаем узелок и нить прячем вовнутрь. Ноги готовы. На этом все. Увидимся в следующем видео.